Смотрите, хищник кого-то взял. Ведем его. Мы находимся примерно в километре от замка Больга на заливе. Посмотрите, воды стало гораздо меньше, чем было в предыдущий раз, когда мы были. Воды было больше, берег оголился. По нему мы и будем ходить. Об истории этих мест рассказывать не приходится. Все вы давно знаете, что здесь, можно сказать, сердце было Хайлигенбальского котла. Здесь проходило отступление вражеских войск. Было много военных, мирного населения, которые стремились попасть на вот тот берег. Это Балтийская коса. Там проходит. Места лютые, страшные. Такая аура здесь неоднозначная. Ну, походим, может удастся что-нибудь найти. Не переключайтесь, подписывайтесь, ставьте палец вверх, пишите ваши комменты. Поехали, друзья. Вот и Биг Энтони идет. Говорит, какую-то резинку нашел с клеймами. Ну, улыбнись хоть, Антон. Ну, что? Не. Нас потери. А, ну это накладка на трак. Угу. Наверное, на полугусеничную технику какую-то. Что такое? Были слипшиеся? Не знаю. Вот так. Даже не знаю, что это. Сейчас я тебя поймаю. О, поймал наконец-то. О, поймал зверя какого. Нифига себе, это кто? Не знаю. Пришелец? Это эти гремлины, помнишь, что ли? Че, он убежал, что ли, или Ну, что? убегал. Следующая находка. По-моему, тыльник. Тыльник, только я не знаю, от чего это. Какой-то утяжеленный. Вот тут вот литье. Вот тут раз винт был, два винт. Не знаю, первый раз такой вижу. Уже один прусский феник. Посмотрите, в патине какой. Один прусский феник, 1869 год. Я говорю, посматривай наверх туда. Может, ящик закопанный с посуды торчать. Да ладно. Такое может быть? Конечно, были даже случаи. Просто шли и нашли посуду. О, ромбик, смотри, хороший какой, да? Не серебряный случайно? Не. Молодец, Антон. Это что за... Ну, с погонов, да.
Первый. В моей карьере. Ну покажи зуб хоть Ну, не чуть-чуть. покажу. Один разок. Смотрите, ребят, камешек попался. И на нем ракушка отпечаталась. Это ребята эти, как его, эукариоты. Покоя не дают нам. Это все эукариоты. Ой, как мы далеко уже ушли. Мы от Бальги километров 5, не меньше. Посмотрите, друзья, погода настолько ясная, что при приближении видно ангары, которые на аэродроме Нойтив находились. Балткоса, Балтийская коса. А вот остров Насыпной, правее, где мачта большая стоит, что там маяк, я не знаю. А вон Балтийская коса. Супер. А это генерал, а это Антоний. Ну что, вам нравится здесь, генерал? Конечно, нравится. Ходи себе в тенечке, ни комаров, ни слепней, ничего нет. Как турист оделся, да? Ну, как турист, да, вообще классно. Следующая находка, друзья. Я даже сначала не понял, что это такое. Вытащил, думаю, что за зуб. Потом начал стучать. Это же молоток старенький. Посмотрите, какой. Наверное, обувь ремонтировали им. Интересный инструмент. Люблю такое. Антуражная вещица. Заберем ее. Кайф. Дядя что-то помыл в водах залива. Вау. Опель. Какая-то деталь от опеля. Явно опель Блиц потерял. Так, смотри, да? Свои какие, как они отделяются сразу. Да, да. Сколько лет этой земли? Миллионы, наверное. А то и миллиарды. Красиво тут. Ребят, тут у нас дилемма возникла. Находимся мы в страшном месте, в Хайлигенбальском котле. Антон говорит, насобираю домой, говорит, стекляшек для красоты. Я ему говорю, стекляшки-то эти люди, и такое домой тащить ни в коем случае нельзя. Ни в коем случае нельзя. Антон подумал и решил. Ребят, у нас гости. Посмотрите, какие парни тут летают у нас. Ищет, где вконтачить. Мяско, мяско. Семен, ну ёшкин крот. Семёныч, ну чё ты, как я не знаю. Иди отсюда. Иди, говорю. Сидит, не хочет улетать. Ладно, пускай сидит, на удачу. У Антона находка. Щеточку сейчас ему выдам. Бирка. В воде ее намочи, да и все. Какая-то бирка к чему-то была прикручена, причем она медная в хроме. Как будто РЛ Инд. Что это такое могло быть? Пишите, что за обозначение. Смотрите, какие красоты природы, ребят.
как заполировала пряжку. Сегодняшний коп просто кардинально отличается от крайнего нашего выезда с генералом, когда мы умирали от жары на поле. Сегодня совершенно спокойно, легко и совсем не чувствуется никакой усталости. Просто кардинальнейшее различие, и даже не напрягает факт отсутствия находок. Сигнал был. Зацеп. Зацепчик подубитый. Иду по этому таинственному пляжу, друзья, и такое чувство, что за мной кто-то наблюдает. Прям чувствую на себе взгляд какой-то. Смотрите. Блин, угорь смотрит. Зараза. Мужчины сигнал вот здесь вот в обвале. И сигнал неплохой, судя по всему. Сколько цифр дает, товарищ генерал? 97. Ё-моё. Ошалеть. По ощущениям, как будто вот сюда больше. Я уже хрипы слышу. Никаких хрипов нету, да? Консервная какая-нибудь. Я слышу хрипы небольшие. О, друзья. Это кольцо от палатки. Что это? От сетей пенопласт? Или от зимней удочки? Скорее всего, от сети рыболовецкой. Где она у нас? 2 копейки 80-го года. Это вот такие вот солдаты, как Валера профессор, сюда приезжали в увольнительную. Лазили здесь и теряли вот эти монетки, друзья. 80-й год. Присели отдохнуть, друзья. Такая красота, даже шевелиться неохота. Шум прибоя, вот залива. Тепло, насекомых нет. Находок тоже нет. У Антона зуб мудрости удалили. Болит отверстие. Уважаемые зрители, на этом привале мы решили, что окружающая обстановка настолько нас умиротворила, что уже никаких сил моральных не было продолжать поиски, не хотелось никуда идти, хотя физических сил было еще немерено. Но мы их решили приберечь на следующий выезд. Всем большое спасибо за просмотр и до новых встреч.